Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем подсказки карт. И, конечно, личная жизнь – это про любовь, это эмпатия, это взаимопонимание, это чувственность, это забота друг о друге. Но личная жизнь – это еще и вопросы дома, вопросы денег, наши или ваши достижения и, конечно, ваши планы и самореализация, мои дорогие тельцы. Энергии 2025 года призывают нас принести в баланс все эти направления или все эти составляющие. Мудрость, гибкость и дипломатия, безусловно, это наши основные союзники в 2025 году. Внешние события, обстоятельства во многом нас могут и удивлять, и даже разочаровывать. Мы еще не знаем, что нас ждет. Поэтому будет важно сохранить центр своего баланса, благополучия или создать его, если вы еще пока его не имеете, с нашими желаниями в соответствии и с теми возможностями, которые придут в нашу жизнь. Давайте узнаем подсказки карт. И у нас сегодня две колоды. У нас есть колода Оракула, называется Оракул Сердца. И колода Таро поддержки патронажа ангелов. И первую карту, которую мы с вами достанем, будет называться «Ваше настроение» и общий фон ваших энергий на любовь, на личную жизнь, мои дорогие. Как телец настроен будет? Давайте узнаем. Первая карта. Вторая карта. Что вас будет радовать? Что вам будет помогать? Что вам само будет идти в руки? Как проявит себя партнер по отношению к вам? Будет ли новое знакомство для тех, кто один или одна? Что вам может помешать, мои дорогие тельцы? И возможные сюрпризы в 2025 году по части личной жизни. И как знаки судьбы. 4 карты на колоде Оракула. По энергиям зададим вопрос. Что для вас важно знать? Чем руководствоваться? Что принять к сведению? Энергия любви. Знаки судьбы. Энергия дома, мои дорогие тельцы. Дом для вас очень важен. Энергия денег и ваши достижения. И каков же фон? Общий фон. Туз жезлов. Вы примете какое-то очень важное решение. Может быть, в отношении партнерских отношений. Для кого-то из вас все же, я должна сказать, жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Вам придется соединять как и вопросы любви, личной жизни, так и достижения. И, может быть, вам будет очень сложно этот выбор сделать. И вполне я могу предположить и не туда, и не сюда. Как это взять и выбрать деньги, допустим, и сказать, что нет, меня любовь не интересует. Не вполне полноценная жизнь у нас получается. Но это карта возможностей. Это буквально воплощение в жизнь каких-то наших планов и проектов. И по части личной жизни, кстати, тоже ведь карта говорит, что, может быть, те отношения, которые были, но в каком-то еще непонятном фарватере или становились на паузу. Вот здесь можно создать что-то удивительно прекрасное, какой-то прекрасный союз. Но есть еще и движение, безусловно. Сама по себе карта активности. И для кого-то из вас может быть словно жизнь с чистого листа. Не случайно в этой колоде карт жезл держит девочка. Поэтому обновление ваших отношений уже в сложившихся парах. Для тех, кто, были некоторые, как притирка характеров, или некоторые вопросы, с которыми вы не могли согласиться по проявлению партнера к вам, возможно. Или партнер по вашим отношениям к нему тоже не мог согласиться. Вот здесь обновление тогда будет отношений. Вы сумеете договориться, мои дорогие. Это значит, для тех, кто имеет сложившийся союз или уже сложившуюся пару, на какой-то совершенно новый уровень отношений перейдут ваша любовь, ваша взаимоподдержка, ваши тылы, которые вы будете друг для друга отстраивать. И это может быть еще одновременно связано. К примеру, когда кто-то из вас в парах надумает создать бизнес или будет вместе, один другого дополняя, строить какую-то новую финансовую концепцию, все же жезлы, опять же.
или вам самим, мои дорогие тельцы, придется объединить и ваши достижения, и вопросы дома, и вопросы денег, и личная жизнь тоже. И все как-то делать немножко по-новому. И я могу предположить, что буквально с начала года, если мы еще берем транзит Урана в вашем знаке зодиака, так вот весь январь, это ретро-движение, и вот как раз февраль, март, здесь могут быть такие энергии, когда вам придется это самое однозначное решение и принять. Давайте мы узнаем вторую карту, что вас будет радовать, что вам идет в руки, или как судьба вам дает, тоже где-то как знаки судьбы. Вот посмотрите, такая карта, которая на первый взгляд выглядит со знаком минус, а тем не менее. Вы словно закрываете глаза и не видите какой-то реальность. Вы себе представляете или можете надумать, может быть, прежняя история какая-то была со знаком минус. Или не одна даже такая история. Может быть, у кого-то было предательство. Может быть, и в партнерских отношениях тоже присутствует какой-то такой элемент, когда вы были разочарованы. И все же есть возможность отстроить вот это взаимопонимание на новом уровне. Тут самое главное – открыть глаза. Мы спросили, в чем ваша сила? Так вот, карта нам говорит буквально, ты не видишь какую-то реальную обстановку. Ты себя словно зациклил или погрузил в какие-то прежние переживания, и ты вот там вот застрял, как в этом болоте, или топчешься на одном месте. А тем не менее, внешне это все как-то по-другому выглядит. Может быть, уже партнер для кого-то это так может проигрываться, сделал какие-то важные выводы и уже готов развивать отношения или как-то старается, может быть, для вас, да, или, ну, ищет как раз общие точки какие-то или общие пункты вашей жизни, когда вот можно связать ваши отношения в один какой-то удивительно красивый узор. Но мы можем именно... или нас может поглотить какая-то прежняя ситуация, которая давным-давно закончилась. Осталось именно послевкусие как разочарование в каком-то пункте наших отношений. И это нам буквально глаза застилает, и мы не видим реальности. Поэтому открыть глаза, что вам помогает. Вам само многое, что будет идти в руки, но вы можете изрядно помешать сами себе, если начнете анализировать или вспоминать былое. Как проявит себя партнер по отношению к вам? Проявит. Карта любви, мои дорогие. Значит, все то, что я говорила, отношения, те, которые сложились, они будут продолжены. Вообще для вас важны партнерские отношения, которые строятся на искренности. Но эта карта предполагает, что мы что-то передумаем. Мы примем какое-то новое решение. Но по этой карте это любовь, забота, которая без слов. Это те ценности, которые не купишь ни за какие деньги. Поэтому для вас, мои дорогие, не поставить что-то материальное на первое место, а вот именно чувственность или чувство, или любовь, отношения, партнерские отношения не поставить на второе место. Вот это будет важно, потому что к партнеру, нам сказали, проявляется. Возможности у вас тоже есть. Единственный препон может быть, и одновременно, если вы избавитесь от этих негативных эмоций, вам это будет сразу помогать. У вас жизнь, мои дорогие тельцы, заиграет разными красками. И, между прочим, я переложила эту карту на какие-то минусовые ситуации по части личной жизни в прошлом. А ведь мы можем ее переложить несколько иначе. Вы можете в течение года, к примеру, расстраиваться из-за того, что, ну, какое-то дело не пошло так, как вы предполагали. Или какая-то денежная ситуация сложилась не совсем так, как вы предполагали. И тоже есть риск в этом зациклиться и поставить это на первое место, а не любовь, не личную жизнь. А опять же то, что нас разочаровало в какой-то узкий, короткий момент времени. А тем временем обстановка вокруг, она будет совершенно другая. Поэтому останавливайте себя от ненужной глубокой философии на мелком месте. Это конкретно вам будет помогать, наверное, во всех сферах жизни. Будет ли новое знакомство? Давайте узнаем. Конечно. Конечно, мои дорогие тельцы. И новое знакомство, и продолжение
уже сложившихся отношений, но, может быть, в каком-то новом ракурсе. Да и жизнь наша тоже меняется, нас заставляет перестраиваться. Может быть, некоторые события происходят и еще произойдут в 25-м, когда вы можете друг другу говорить не раз спасибо, что вы вместе. Десятка кубков. И здесь, может быть, как партнер по судьбе, мои дорогие, как мы говорим, да, вы его встречаете. Или те отношения, которые у вас уже вы были знакомы какое-то количество времени. К примеру, пусть у кого-то была дружба, и вы ее можете перевести на новый уровень и создать семью. По этой карте, если есть уже семья, значит, укрепить ваши узы, может быть, с новым вдохновением, с новым взаимопониманием, с новыми гранями чувственности. Но что тут скажешь? По сути дела, карта любви и карта счастья. Здорово, давайте пойдем дальше. Что вам может помешать? И карта четверка жезлов говорит вообще о празднике после победы, о нашей сильной, уверенной позиции. Но что вам может помешать? Вам, по сути дела, ничто не может помешать, кроме если вы сами себе не помешаете какой-то, как я уже говорила, ненужной философии или проведением каких-то аналогий с прошлой ситуацией, с прошлыми отношениями. Или когда буквально упретесь во что-то одно, а остальное оставите на такое неопределенное потом. С другой стороны, вы можете успокоиться, сложить руки и сказать, что нет, меня больше ничего не интересует, я пока доволен этим моментом, потому что по четверке жезлов есть в этом тоже риск. У вас сейчас все идет хорошо. Кто-то из вас, мои дорогие тельцы, по этой карте, опять же, жезлы, дела, работа, бизнес, ваши достижения и деньги, вопросы дома. Вы как будто решите часть каких-то вопросов, и у вас будет желание расслабиться, остановиться или, как насладиться какой-то победой, устроить себе праздник. И можно застрять и в празднике. Вот посмотрите, можно застрять как в негативных эмоциях, а для кого-то, условно, раньше времени сложить оружие. А какой-то проект у вас как раз должен продвигаться. Отношения должны продолжаться. И в отношениях это тоже своего рода работа, будь то это семья или просто вы встречаетесь. Мы ведь адаптируемся друг к другу. И поэтому пока взаимопонимание построим, это тоже требует и времени, и душевных сил. Поэтому где-то не успокаивайтесь на достигнутом, идите вперед. Но, безусловно, праздник, стабильность. По этой карте, знаете, это когда у нас все сферы жизни основные в полном балансе. И какие-то новые перспективы, когда сам по себе какой-то праздничный, может быть, период или восторженный какой-то период. Но это еще не финал. Что-то продолжается. Значит, нужно еще либо подумать, как мы можем развивать наши отношения, или что мы вдвоем можем. Кстати, вполне вероятно, пары задумаются о совместном бизнесе, потому что ваше где-то единение души, вы можете как и встретить такого партнера, вы можете так и ваши отношения развить до такого уровня. И словно на одной волне вам захочется быть не просто парой любящих людей, а когда вы поймете, что, возможно, мы двое, единственные, кому мы друг другу доверяем, а больше мы никому не верим, и тогда вот это будет начало какого-нибудь бизнес-плана или нового творческого проекта, и я такое тоже могу допустить. Но я могу сказать и другой момент, что тут есть опаска такая, что нырнуть буквально как в любовь, в отношения, и поставить на второй план свое хобби, свое творчество. Среди вас много креативных людей. И это тоже не благо, понимаете? Вот вам действительно нужно все совместить. Возможные сюрпризы. Усталость. Но если мы пытаемся все совместить, и любовь, и достижения, и наши амбиции, и вопросы денег, и дом, может быть, в порядок приводить, то, конечно, будет усталость. Эта карта так и называется, где-то усталость, станкеца и стресс. Вот, значит, и дисбаланс. Поэтому вот все эти три понятия переверните в обратное, в доброе значение, поэтому не должно быть усталости. И карта говорит, десятка жезлов, делегируй какие-то мелкие вопросы, рутинные, не застревай в них, потому что тут не то, что какой-то сюрприз большой, а когда ты можешь просто все оставить из-за усталости. Или из-за усталости начать что-то
обдумывать, передумывать, не то, что нужно вспоминать. Может быть, это, ну, где-то энергетический какой-то стресс или какие-то переживания могут быть самые разные. Все же в течение года мы можем слышать какие-то невероятные новости. Или 2025 год, я так больше предполагаю, это год, который призывает нас к спокойствию, терпению и мудрости, мои дорогие. Так вот, в части мудрости могут быть события, назовите это внешние обстоятельства, которые нас могут шокировать. Я это допускаю по планетарным транзитам. Мы раньше думали, что этого не может быть. Мы тут не раз столкнемся с тем, что очень даже может быть. И мы будем словно в стопоре. Или вот в этом стрессе. То есть это не то, что случается вот лично с вами, а это даже обстановка вокруг где-то может на вас вот так давить или способствовать вот таким вот стрессом. Значит, тоже свести к нулю. Быть объективным реалистом. Объективным реалистом стоит. И вот этот баланс в себе держать. Не, может быть, не работать много, мои дорогие. Для вас будет вообще важно, знаете, чтобы вы, если прежде уделяли вашей работе, вашим достижениям какое-то количество времени и получали за это определенное количество денег. Так вот теперь денег как будто должно быть не меньше, но продумать, каким образом вы можете уменьшить работу или собственную занятость в отношении собственного здоровья. Или больше свободы для того, чтобы больше отдыхать. И где-то карта тоже говорит: отдыхай. Вы хоть и люди сильные, и люди очень трудоспособные, но режим труда и отдыха вам совершенно будет необходим. По крайней мере, вы не раз об этом вспомните в 2025 году. Но так сказать, что какие-то неожиданности, которые бы вас поставили в тупик, по сути дела, их нет. Тут правильное распределение времени. Что ж, давайте перейдем как знаки судьбы и подсказки оракула. Что важно знать, мои дорогие, для вас, тельцы? Посмотрите, карта детей. У кого-то вопросы детей, может быть, и маленьких детей, но можно перенести также и на детей достаточно взрослых. И карта нам говорит, твоя жизнь находится именно или зависит от истории с детьми. Может быть, это есть какой-то факт, когда история жизни ваших взрослых, уже подросших детей будет оказывать влияние на жизнь вашей пары. Поэтому будьте внимательны. Все же помните, что когда-то вы познакомились, когда-то вы встречались, и наверняка вопросы детей тогда сразу не шли параллельно, да, вашим отношениям. Поэтому что важно знать? Разграничивайте, мои дорогие, историю именно лично вашу, историю вашей любви и одновременно ту историю, которая связана с детьми. Не всегда получится, может быть, найти какой-то единый баланс. И, может быть, у кого-то, я такое допускаю, прежняя история любви сложилась со знаком минус. Может быть, уже были долгие годы одиночества, и вы можете в 2025 году либо встретить человека, либо сойтись, может быть, и была дружба, а в 2025 вы объедините уже, соедините союз. И вот эти взрослые дети, я могу такое предположить, они где-то будут против. Или они будут за, но у них будут какие-то свои интересы. Я не говорю, что мы отказываемся от интересов своих детей. Дети – это святое. Но примите во внимание, что могут быть какие-то, может быть, и сложные вопросы, связанные с детьми, когда вам придется принимать Соломоново решение. Вот это так в целом для всех. Давайте мы спросим. Энергия любви. А тут сама по себе у нас, мои дорогие, любовь идет. Значит, прекрасная карта, которая как раз и говорит о том, что прежние отношения, может быть, которые даже не сложились. И в карте написано, чтобы вернуть любовь, пусть вас сияет молодой веселый дух. Возраст значения не имеет. Молодость не имеет возраста, по сути дела. То, что вы чувствуете. И если вы чувствуете, что для вас необходима пара, значит, вот это где-то вдохновение, любопытство к жизни, вдохните в самих себя. И тогда это как энергия для вас любви. Не будьте слишком приземленными, мои дорогие тельцы. Для вас это тоже будет очень важно, чтобы отстроить
историю личную, историю любви, историю взаимопонимания с партнером. Будьте более легкими на подъем, чтобы совершить какие-то, может быть, поездки, чтобы разнообразить вашу жизнь, для того, чтобы больше найти взаимопонимание с вашим партнером. Ну, видимо, где-то карты вам хотят сказать, что есть вопросы, конечно, которые на злобу дня по части материализма нам и приходится решать, мы их и не можем оставить на потом. Но посмотрите, вот именно ваша какая-то история, она должна быть немножко сама по себе. Вот в вашей паре должны быть свои секретики, свои какие-то, ну, вот такие чувственные моменты, которых знаете только вы вдвоем. Может быть, какая-то игра даже в хорошем смысле, мои дорогие тельцы. Это все вас открывает как и новое настроение завтрашнему дню, так и сегодня делает вас молодыми, буквально вот так. Даже, опять же, если меня смотрят люди почтенного возраста. Помните, молодость не имеет возраста. Нам про любовь уже сказали не раз. Давайте посмотрим энергия дома. А вот так. Карта флирта. И это выпадает на дом. Может быть, поэтому карта предыдущая предлагает вернуть любовь, и чтобы молодой и веселый дух сиял внутри вас. Мало что он будет сиять внутри вас, мои дорогие тельцы, так он и еще и благотворно будет влиять на ваш дом, на ваших домочадцев. Поможет вам, ну, как-то лучшим образом обустроить свою собственную жизнь, не зациклиться на каких-то минусах, не устроить себе какое-то самокопание, может быть, договориться с какими-то далекими родственниками, тут и тоже такое бывает. И когда где-то, ну вот как по Меркурию, мы умеем перестраиваться, мы умеем быстро находить выход даже из какой-то патовой ситуации. Поверьте, для нас нет ничего невозможного. Это то, что в целом помогает. Это как знаки судьбы. Знаки судьбы, энергия денег и ваши достижения, мои дорогие. И все же, вот в этой колоде, как ни странно, есть все же карты, которые говорят и о деньгах, или о нашем самовыражении. Но у вас выпадает 3 карты, которые о личной жизни. Одна карта о детях. И энергия денег и ваших достижений напрямую будет зависеть от того, как вы сумеете договориться. Это карта примирения. И нам говорят, человек из прошлого возвращается в вашу жизнь. Поэтому я не могу сказать, что если мы говорим достижения и деньги, то это будет что-то кардинально другое по части ваших заработков. Это может быть дополнено, да, вот как по тузу жезлов, да, с элементом новизны. Но, допустим, это то, чем вы прежде занимались, или в чем вы разбираетесь. Пусть даже не вы этим не занимались, но вы представляете основную концепцию, и вы знаете, куда вы идете. По крайней мере, могут быть и люди, если мы говорим про ваши достижения, которых вы тоже знали. И теперь это может быть возврат каких-то персонажей, которые могут для вас быть либо чем-то полезны, либо может быть какой-то тандем по части именно зарабатывания денег или взаимного сотрудничества. Но поскольку примирение, карта может говорить еще и так, что личная жизнь, мои дорогие, влияет на энергию денег и на энергию ваших достижений. Будет у вас все хорошо. Именно в вопросах любви, взаимодействия в паре. Будет у вас надежный тыл. Значит, будут и деньги, будут и ваши достижения. Наверное, как по Венере. Помним, Венера – это как раз и деньги, и достижения, и любовь. И, может быть, поэтому 4 жезлов для вас говорит, эта позиция, что вам может помешать, когда ты успокоишься. Или когда ты подумаешь, что ну вот я уже чего-то достиг, и теперь уже я могу сделать паузу. Или когда вы почувствуете себя, ну, я словно на коне, потому что по этой карте, правда, победа есть, и мы чувствуем себя победителями и можем праздновать именно какой-то наш успех. Мы можем тогда быть чересчур самонадеянны. И, может быть, даже в этом риск поругаться с кем-то.
Но тогда, если даже это происходит, вы сможете и помириться. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Вот в этот баланс, правда, привести множество энергии. Но основная энергия любви, энергия заработков и ваших достижений. Это словно единое целое. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.